Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И разумеется, сегодня я расскажу вам о Xiaomi 12, без приставки Mi, Xiaomi от нее отказались. Первое, я снимаю вход как всегда на него. Второе, версия Pro у меня на руках. Третье, у этой версии у меня конкретно на улице через какое-то время запотевает основная камера. Притом ни ширик, ничего другое, фронталка, все в порядке. Поэтому я допускаю, что в каких-то моментах у меня брак. Разумеется, версия китайская, глобалки пока нет. Разумеется, на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И выход, то есть резюмирую, в конце ролика я запишу обязательно на улице и увидите вы конкретно, как быстро запотевает камера у данного устройства. Возможно, она не запотеет, потому что в первый раз у меня было, допустим, через 20 секунд, потом через 40, потом она запотевала где-то через 3-4 минуты. Внутри максимально крутая начинка, сам аппарат нереально кайфовый, ты его держишь в руках и у тебя понимание того, что да, этот размер я хотел, эту форму я хотел эти функции, я хотел эти фото-видео возможности, я желал такой микрофон. Напоминаю, что съемка ведется в помещении, где нет никаких акустических ловушек, и вы прекрасно можете услышать эхо, оно и должно быть здесь. Все в этом телефоне хорошо, как всегда у флагманов исключая цены. Да, он перегревается, да, у него нет миллиона баллов в Antutu, вы должны запомнить, что он круто выглядит, у него самый мощный процессор, у него нереально мощная начинка, поэтому смотрим. Сегодня мы будем очередной раз тестировать девайс. Долго, мучительно, упорно. Кому не интересно, какие конкретно камеры, кому не интересно, как аппарат ведет себя в играх, я вас разочарую, я расскажу обо всем. Потому что это Xiaomi 12. И здесь нет приставки Mi, телефон ждал. 12 Pro у меня будет, X12 будет тоже. Все купил, все просто на Алишке. И то, что вы сейчас видите обзор у меня, это не посылал китаец или не посылали бренд, ничего. Это вот куплено, оплачена таможня и получен смартфон. И он прелесть сходу. Вот как он мне попал в руку, он маленький. Ощущение, как будто это Samsung S21, только чуть-чуть окрепший. И они сделали радость. Они сделали практически такого же размера аппарат, как Samsung S21. Посмотрите, он чуть-чуть выше и чуть-чуть уже. При этом S21 я ходил с ним год. Суперкомпакт. Пока я радуюсь, я в надежде, что здесь помимо документации и ключа для извлечения сим-карты сразу чехол. Там в Redmi 11S чехла не было. Так, две физические сим-карты, это уже неплохо. Я не надеялся на карту памяти. Все-таки это Xiaomi, они же не дурачки. К сожалению, экран водопад. Следующий зарядник на бодрых 67 Вт. Кабель для зарядки довольно длинный. И они уже молодцы. Это хорошо. Я не знаю, они, может быть, слышат пользователей, потому что вот чего-чего, а лопат в принципе хватало на рынке. Защитная пленка здесь очень грамотно наклеена. Олеофобка хорошая на ней. Смарт загружается первый раз, и мы не видим здесь, к сожалению, мини-джека. Мы видим инфракрасный порт, сразу видим, что здесь есть стерео. И MIUI 13 с английским языком. У меня, разумеется, китайская версия, глобалки пока нет. 182 грамма. Это вам не iPhone 13 Pro, а 11,5 мм с блоком камер. Нирвана. 9 мм без блока камер. И ширина, барабанная дробь 70 мм ширина. 152 мм высота. У нас супер-мега компакт от Xiaomi. Welcome. Помним, что это китайская версия, это только мои эмоции. Логично, что всегда лучше ждать глобалку. Палец заводится не быстро, и это хорошо. По моему опыту это свидетельствует о том, что смартфон будет адекватно разблокироваться. Опять же, насколько все будет положительно, вы узнаете в ролике. И безмерное счастье, я не обновлял сразу смарт, просто установил АПК-шку Google Play, и она работает. Я вошел в аккаунт, все могу скачивать. Смарт пока огниво. Смотрим. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне, с которым Xiaomi так накосячили, что прямо аж мама не горюй. А именно о новеньком Xiaomi 12. Полетели. На выбор есть три варианта расцветки. Это черный, голубой, розовый. Тыльная часть из матового стекла, рамки алюминия
алюминиевая, а передняя часть закрыта стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Последняя их разработка. Дизайн действительно интересный и лаконичный, как говорится, ничего лишнего, максимально далеко от лопат. В руке без чехла корпус тактильно приятный, но весьма скользкий, а тыльная часть хоть и маркая, но все мои отпечатки хорошо скрываются с помощью матовой поверхности и цвета. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, и это фейл безоговорочно. В такой смарт и такой вход. Два микрофона, стереодинамики, и звучат они отлично. Как ни крути, Harman Kardon и Dolby Atmos. Далее разговорный динамик и слот на 2 сим-карты. Расширить внутреннюю память нельзя, но это не удивительно для флагмана, только Huawei P50 Pro из флагманов один такой с расширяемой внутренней памятью через карточку. Защита от влаги не заявлена, хотя салазки прорезинены, и для флагмана это тоже эпичный фейл. Нет защиты от влаги, а дальше будет еще веселее. Также отсутствует разъем под мини-джек, но это привычно, но радует наличие ИК-порта. Летим дальше. С лицевой стороны смарт оснащен дисплеем на 6,28 дюйма, водопад OLED с разрешением 2400 на 1080 точек, Full HD+. И он не такой крутой, как в версии 12 Pro, правда. Плотность пикселей составляет 419 ppi, а вот это уже серьезно. Глубина цвета 12 бит. Пиковая яркость равна 1100 нит. Опять же круто, но меньше, чем у версии Pro. Обзор на которую тоже будет где-то, может быть, послезавтра, а может быть даже завтра. При ярком освещении вглядываться в дисплей, разумеется, не приходится. Видно все в пределах нормы. Нормы и четкости. В целом мне всего хватает. На борту есть управление жестами, частота обновления экрана 120 Гц, есть автогерцовка, а также можно выставить 60 Гц в настройках. Настроек у версии Pro больше. Тач на 480 Гц, и это неплохо, хотя мы и 600 встречали. DC-диминг есть, но работает он только на 60 Гц обновления экрана. А вот это уже фейл. Зачем вам телефон на 120 Гц, когда вы будете DC-диминг использовать при 60? Шим без включенного DC-диминга составляет на 100% яркости 19, на 50 22, на минимальный 20, на нуле 12. Не самые лучшие показатели, при этом включение DC-диминга никак на ситуацию в принципе не влияет, хотя от экрана глаза быстро не устают, но через продолжительное время появляется значительный дискомфорт. Вопрос, сколько часов подряд вы готовы использовать этот смартфон или планируете. Автояркость работает прекрасно, под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Always on Display наконец-то полноценный, но в принципе во флагманах у них всегда так. Далее мультитач берет, разумеется, 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальца работает отлично. Отпечаток одного и того же пальца можно внести несколько раз, но все зависит от положения звезд, потому что в первый день он у меня отрабатывал один раз из двух. То есть я касался экрана, он не разблокировался. На второй раз разблокировался. Ну, скорее всего, потому что несколько раз один и тот же палец завел, поэтому проблем не возникло. Распознавание же лица срабатывает шустрое, и угол, под которым смартфон может распознать ваше лицо, максимально обширный. Плюс добавить можно данные двух лиц, и это редкость. Летим дальше. Внутри Xiaomi 12 расположен последний 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. К слову, на канале совсем недавно был обзор на Motorola X30 с тем же новеньким процессором. Обзор вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, и Motorola запихала туда его себе первыми. Техпроцесс равен 4 нанометрам, и максимальная тактовая частота составляет 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730, что сильно. Интерфейс, к сожалению, MIUI, но неудивительно, это же Xiaomi 13 версии на основе Android 12. Русского языка на борту нет, но английский лично меня устраивает вполне. Разумеется, в глобалке будет русский язык, это китайская версия. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт, в этом смысле все максимально топово. Так же, как и внутренняя память хороша, UFS 3.1, 128 или 256 на выбор, но ее однозначно мало. Из беспроводной связи есть Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, Bluetooth версии 5.2 последний и рабочий NFC даже в китайской версии. Google Pay встает, без проблем им можно платить. Сеть мобильную ловит неплохо, но 20-го бенда нет. Есть наличие только 7-й, опять же у китайской версии, у глобалки будет и 20-й. Сенсоры приближения работают отлично, вибромоторчик мощный, с приятной отдачей, но настроить уровень отдачи под себя, к сожалению, нельзя. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS и Navalk. GPS-тест на холодную показывает 3 метра в городских условиях среди высоток. По автономности. Емкость аккумулятора 4500 мАч, в PC-марке выдал скромные 6 часов 56 минут и осталось еще 20%, и тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. И, честно говоря, в данном случае ожидал немного большего, но эти цифры меня порадовали. За 30 минут зарядки от комплектного блока питания набегает 88%. Полностью с нуля до сотки смарт заряжается за 41 минуту. У меня прошка быстрее, там посерьезнее
поздняя зарядка. Беспроводная зарядка, разумеется, есть. В Genshin Impact за 30 минут игры ушло 13% заряда, за 1 час игры 30% на максимальной яркости при 120 Гц и высоких настройках графики. Яркость девайс не понижал, но нагревался до 42 градусов. Играть было комфортно даже на высокой графике. Фризов не наблюдалось, что однозначно порадовало. С этим делом Xiaomi 12 отлично справился. Перейдем к тестам. И я не смог без лица рассказать вам об этом. Посмотрите на эту картинку. Недавно, я не люблю Motorola, я делал обзор на их телефон X30. Обзор вы можете посмотреть на канале, также на лайв-канале есть примеры его съемки в Доминикане. Но магия не в этом. 154 минимальных гипса на 100 головках при 30 минутах и 332 максимум. Xiaomi, зачем вам этот процессор? Вы типа рекламу решили сделать? Ну, хорошая реклама. Но по факту вот это смартфон, это не смартфон. Он сбрасывает яркость, он перегревается. И так же, как было в Mi 11, мне все говорят, ты фанат Xiaomi, ты фанат OnePlus. Нет, это дело перегревается, и не факт, что все будет хорошо. Если вы другого мнения и хотите мне расписать, что у них все будет хорошо, в Mi 11, к слову, и в Mi 11 Ultra хорошо не стало. Пишите, я с вами продискутирую с удовольствием. И в телеграм-канал взаимопомощи, там 6000 человек, я думаю, это дело будут тоже обсуждать. Shame on you, Xiaomi. И да, это был S30, а это X30. И Motorola не рекомендую также. Бэчмарке показал в сингл-коре 1180, в мультикоре 3462. В 3D-марке выдал Wildlife 9141, Wildlife Extreme 1855, Wildlife Stress Test 10000, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. Но не прошел единственный тест Wildlife Extreme Stress Test. Запускал я его несколько раз, но все безуспешно. Вантуту выдал приличный результат в 945 тысяч попугаев, но, напоминаю, у меня не максимальное количество оперативы, так бы, я думаю, миллион бы он разменял. В Storage-тесте показал очуменные 69 тысяч. На холодную стресс-тест прошел далеко не идеально, результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей. Это основной FL, основная камера на 50 мегапикселей, телефото на 5 и ультраширик на 13 с углом обзора в 123 градуса. Запись видео доступна в максимальном разрешении космическом 8К 24 FPS. С другой стороны, это уже год Samsung делает, правильно? И не только они. В 4К 60 FPS и снимает в 4К 60 FPS без ограничений по времени. Плюс к этому есть оптическая стабилизация. Запись видео в 4К 60 FPS на 1,5 часа заняла 27 гигабайт памяти, и за это время улетело 25% заряда. И нагрелся смарт, разумеется, до 42 градусов, но не вырубился. Фронталка на 32 мегапикселя расположена стандартно в верхней части по центру экрана. Она небольших размеров и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Но FL камеры запотевают, и это не мой единичный случай. Обзоров на YouTube уже достаточно, где все говорят, что на улице камеры в холод запотевают. Возможно, в жару тоже у кого-то, но это совсем тогда печаль. Летний такой смартфон получился. Короткие примеры вы сейчас увидите. И начинаем мы с мини-эпичного фейла для, опять же, Xiaomi-тов. Xiaomi 12 имеет фронталку, которая способна снимать только при 1080p 60 FPS, и это предел. И вроде бы, при любом раскладе, этот флагман, который имеет возможность на основную камеру лупить в прямом смысле при 4К и 8К, здесь он может только скромный 1080p 30 FPS. Сейчас вы видите, как фронталка реагирует на изменение освещения. Довольно стандартно для моих роликов. Как мне многие пишут, что Саня, тебе когда-нибудь придется что-то новое придумывать. Новое я придумал, если что, на моем лайв-канале есть примеры съемки, куда я летаю. Я беру с собой смартфоны и вот там снимаю. Скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, уже минимум была съемка с Motorola X30 выгружена, с экскурсиями в Доминикане, и с iPhone 13 Pro тоже с экскурсиями. Посмотрите в реальных жизненных условиях, без стабилизатора, с руки, при том человека, который более-менее умеет снимать. То есть я снимаю обзоры на телефоны, поэтому я считаю, что все-таки как-то умею. Вот сейчас я снимаю, опять же, на Xiaomi 12, не версия Pro тоже на руках, и скоро она будет. И я вам скажу, что для того, как это выглядит на экране, все круто. То есть на экране смарта выглядит все более чем хорошо, но помним, что снег это доп. То есть если вы будете снимать все это дело летом без снега, с тем же освещением, вы будете расстроены значительно больше. Раз, два, все-таки тысячный раз повторяю, что Инста это не про Xiaomi. То есть если вы пользуетесь Инстаграмом, вам нужно покупать любой iPhone, даже какой-нибудь 11. Притом их уже продают. Допустим, тот же 13, 58 тысяч на Томоле на прошлой неделе был. Тот же
11, по-моему, 42. Так что смотрите телеграм-канал со скидками и прикидывайте, за какие деньги вы готовы что брать. По поводу Mi 12 меня радует, что вы и так в начале ролика видели, что Google Pay и Play встал, то есть здесь оплачивать смартфоном можно. Меня радует, что даже это скромное разрешение с лютыми шумами не особо сильно расстраивает. Большие и серьезные такие врезки по съемке в одинаковых локациях под все смарты делаются только с одной целью, для того, чтобы вы раз могли сравнить, а два реально понимали, за что вы платите, потому что, наверное, 70% смартфона это фото и видео возможности сейчас. То есть мы не платим за экраны, мы не платим за процессор, мы платим в основном за то, что может камера, что могут алгоритмы, потому что сенсоры не так и дорого стоят. Что там придумали, нахимичили с оптикой или с автофокусом, как мракобесно было в Motorola X30. Но вот так. Можете проматывать это дело, можете смотреть. Здесь прям в довольно темном месте. Всего не горит два светительных, две лампы, и уже темно. Вот так вас будут видеть собеседники вечером. Запотевшая основная камера у Mi 12. Возможно, я как-то это дело исправлю. Но если вы будете переходить на ширик вы сейчас увидите, что будет. Вот такая радость. Мне пришел 12 Xiaomi 12 с, получается, запотевшей камерой. Как это все устранить, я не знаю. Автофокус, разумеется, не работает в таких условиях. Забавно. Ширик 4К 60 FPS нельзя, максимум 4К 30 FPS, Mi 12. Здесь ничего не запотело. Надеюсь, что в помещении вся эта а-ля дымка из этого смартфона уйдет. Но экспириенс для меня максимально странный и непривычный. Как так? Первый раз у меня у смартфона такая беда. На широкоугольную камеру не знаю, снимать есть ли смысл или нет. Ночью сами видите, что качество так себе. Но вдруг кому-то нужно будет 4К 30 FPS, это более чем достойно. Хотя, если встать, да, огоньки нужно увеличивать. А если увеличиваем, переходим на основную камеру, и беда. Только зашел в помещение, сразу дымка пропала. То есть, проще говоря, конденсат появляется на морозе. Я такого еще не встречал. 4К 60 FPS, конденсат пропал, но я первый раз с таким сталкиваюсь, вообще, чтобы что-то запотело на улице. Притом я не скажу, что сейчас как-то особо сильно холодно, сейчас даже плюс. Проще говоря, Mi 12 не любят, наверное, супер влажную погоду, либо у меня просто со сборкой не повезло. Но, повторяюсь, я с такими штуками еще не встречался. Мы видим, как это все моментально, кстати, начинает запотевать, поэтому... Я думаю, вы насмотрелись уже примера основной камеры. Не для моего аппарата конкретно данные условия. Еще немного подъезда, уже освещение вообще не в Красную Армию. Но как раз в этом-то и смысл, чтобы увидеть 1080p 60 FPS на смартфоне, который стоит ого-го сколько. При возможности видеосъемки. К слову, на, опять же, iPhone 13 Pro я выгрузил буквально вчера, получается, обзор из Доминиканы, и вы можете посмотреть, насколько плохо это все выглядит в реальности. То есть, с одной стороны, там солнце было, море, все было великолепно, глаз радовался, и вроде бы iPhone топ, но если ты снимаешь из разряда достал, снял, не пытаясь вручную подобрать что-то, получился шлакоблок, притом еще и звук с видео в итоге стал отставать после рендеринга. Рендеринг, если что, давайте сразу, осуществлялся у меня прямо на макбуке. То есть я не пытался каким-то другим образом нарезать. У меня все было в проигрыше в порядке, никаких задержек, ничего. В итоге на YouTube получилась задержка. Но сама картинка, сам звук, я увеличил его на 18 дБ, хотя говорил довольно громко. iPhone почему-то лично мой в этот раз прямо ужасно все записал, притом там была съемка за 2 дня. Но сейчас я тестирую Xiaomi 12, фронталочка, и, по-моему, даже она начинает запотевать, но может быть и нет. Сейчас мы проверим основную камеру, которая запотевает. Да, уже пошла дымка, поэтому я спрячу в тепло и попробуем снять уже без
холода, сразу из тепла. 4К 60 FPS, это Xiaomi 12, без уже приставки Mi, и пока не запотела основная камера, есть возможность немного заснять. Я не знаю, как быстро все это дело будет образовываться, то есть конденсат в камере, опять же, по отзывам был, в каких только моделях не был, но у меня ни разу не попадало так. Здесь у камеры какой-то трабл, конкретно может быть в моей сборке, но сейчас мы посмотрим, через сколько минут или секунд картинка станет печалью. Если что, снимаю я с двух рук. Петербургскую серость, в основном зима здесь именно такая, к сожалению, не особо она снежная. Вот, все, 40 секунд, и через 40 секунд начинается дымка. Скорее всего, вход я буду записывать как раз в помещении, иначе это лютая печаль получится. Но, да, хуже быть, наверное, и не могло. Надеюсь, что не во всех моделях такая штука, потому что, опять же, скупили их в Китае, это китайская версия. Но, с другой стороны, здесь есть защита от влаги, здесь почти 1 миллион баллов в Antutu. Попробую его просушить, но за сутки ничего не произошло позитивного. Потеть камера не перестает. Конденсат внутри образуется. И еще немного ужасных видов. Хотя бы проверим автофокус, пока камера жива. 1, 2 и 3. Вы уже извините за столб, но это не Доминикана. Мурина welcome. Как мне написали, что ты такого сделал, что ты тут живешь. Здесь живет, кстати, 120 тысяч человек, и ничего живут, и меня это тоже дело, если честно, в каких-то моментах очень устраивает. ЖД есть, метро есть, все есть. Народ в основном адекватный. А по камере с одной руки сейчас снимаю, двигаюсь по льду, сумка через плечо, слева в руке кофе. Поэтому, в принципе, стаб-то отрабатывает хорошо на 4К 60 FPS. Но почему линза потеет, я не понимаю. Притом здесь сейчас прошло уже 50 секунд и ничего не запотело. Может быть, если не дышать на телефон, вблизи, если не снимать, не знаю, в чем причина. Возможно, это само по себе пройдет, через какое-то время в прикрепленном комментарии укажу, получилось это или нет. Кстати, на сколько X можно в онлайне проверить. Смотрим. Но все, опять же, с X это маркетинг чистой воды. X6 этого более чем достаточно. Не мылит. Ну, пиксели, разумеется, имеются, но не лютые. И при том, что освещение уже не супер топ. Уже ближе к 4 вечера. Уже включается освещение городское. Ну, из развеселого здесь, разумеется, есть двойная камера. Вы снимаете одновременно фронталкой и основной, при этом в стоковой прошивке. Это удобно. Я думаю, что для большинства, особенно каких-нибудь travel-влогеров, это дело как минимум незаменимое. Это из разряда «Смотрите, какую я машину увидел!» Плюс мы с вами сможем параллельно сейчас увидеть, как быстро запотеет основная линза. Может, и не запотеет, потому что дубль 3 был, почему-то 2,5 минуты. С основной камерой ничего не происходило. Следующий момент. Разумеется, здесь можно ставить все это дело на паузу. Разумеется, можно увеличивать, либо уменьшать в онлайне ту или иную картинку с фронталки или с основной. Вы сейчас видите, как это происходит. Снимаю с двух рук. И, в принципе, нареканий к камере нет. Никаких. Кроме того, что она запотевает. И к фронталке, что у нее маленькое разрешение. Ну и к ценнику. И к тому, что он еле-еле прошел 3D Mark, опять же, не в холодильнике, но без чехла только. Один из тестов. Фоторежим макросъемки здесь, к слову, шикарный. Плюс вы видите, как работает автофокус на довольно неудобных объектах у основной камеры. И не каждая так может, я вам скажу. То есть, наверное, так же может только iPhone, и то медленнее. Плюс в карму за такие возможности. Для вас это, возможно, потеря фокуса, но, допустим, если вручную выставляю, все это был автофокус, то удерживает он фокус прямо очень великолепно, учитывая какой это объект.
Да, шикарно. Минусы: тротлинг, камера запотевает, неприятный шум, корпус скользкий. Стоит аппарат на данный момент $660, ссылка в описании к видео. Обычно есть еще и промики какие-нибудь на Алишке. Можете потерпеть, если вы решите себе его брать. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра они появятся. Девайсу нет, как минимум за брак с камерами, но это так, если эмоционально, а если супер эмоционально. И резюмирую, разумеется, задувается ветер, разумеется, на этот телефон вечер. Как быстро запотеет основное стекло у оптики, вы увидите. Я надеюсь, сенсор не повредится, потому что за то время, что я тестировал данный телефон, вроде бы с ним все хорошо. От себя я бы хотел, разумеется, подытожить, что оверпрайс. То есть так же, как был Mi 11 когда-то, это было почти год назад, когда я его обозревал и покупал. Неважно, китайская эта версия или нет, он перегревается. Перегреваться он не перестанет, это будет просто безумная мощь, как сейчас, и неконтролируемая абсолютно. Xiaomi не особо беспокоятся, они бьют нас цифрами. Так же, как с яблоком. Ты хочешь премиум, ты бежишь покупать iPhone 13, 13 Pro. Ты не хочешь премиум, ты бежишь покупать что-то дешевле. Вот это в 2 раза дешевле, допустим. При том, что нас в основном добивают тем, что их купили в Китае просто дикое количество. Ну хорошо, потому что это Xiaomi, поэтому купили, не потому что это супер телефон. С другой стороны, Motorola выпустила мобильник X30 тоже с Gen 1, и все у них оптимизировано намного лучше. Стал бы я его брать? Тоже однозначно нет. Это такой же перегревающийся процессор, во всяком случае, из того, что у меня на руках есть, как и 3 восьмерки. 3 восьмерки плюс только был более-менее у Xiaomi нормальный, у Mix 4, это опять же мой user experience. Можете посмотреть на все это дело обзоры. Сейчас, кстати, ветер как раз в телефон, капает дождь и максимально противно. Надеюсь, вы оцените качество его съемки. Разумеется, опять же на него снимается 4К 60 FPS, чтобы подытожить. Снимает Xiaomi всегда хорошо. У них уже вышла золотая середина, по моему мнению, это Xiaomi 11T и 11T Pro. 11T реально купить за 26. Смысл бежать за этой прелестью? Да, он тактильно просто классный. Выглядит нереально. Снимать слишком долго на него. Но я уже говорил по проблемам камеры у меня конкретно. И помимо проблем с камерой, я еще добавлю то, что не особо и суперская такая картинка. Алгоритмы, я уверен, допилят. Но пока он не лучший в линейке, хотя должен быть априори лучшим, учитывая, что он последний. В 50 мегапикселях фотографируют неплохо, портреты мне нравятся, фронталка убогая, 1080p 60 fps. И все остальное вы уже видели и слышали в ролике. Надеюсь, что мой обзор был вам полезен. Мой ответ этому аппарату однозначно да, если вы планируете его перепродать, если вы купите его на начале продаж, когда он будет в глобалке. Либо вы живете в Китае, вам нужен внешний вид. Либо вы живете в России, вы лютый Xiaomi. Во всех других случаях есть один OnePlus 9RT, который выйдет глобалка рано или поздно. Есть помимо этого еще раз 11T, 11T Pro. У Xiaomi они хороши. У Realme просто линейка совершенства, исключая фронталки, но здесь фронталка тоже не супер. Что GT, что GT2 Neo, что GT Neo 2T. Все это было неплохо, даже на Дименсии. Поэтому смотрим обзоры на канале, подписываемся, пишем в Телеграме взаимопомощи, что выбрали для себя вы, потому что если вы смотрите на этот девайс, вы выбираете флагман. Это, я думаю, не ваш флагман, если вы не ярый Xiaomi. Девайсу не мое, а Xiaomi-ское, да? Добра и удачи вам, дорогие друзья!